Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. И вы, мои дорогие девы, большие реалисты. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все равно какую-то подсказку вы получите. Ведь, глядя на карты, каждый продумывает что-то свое. И в нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Первая карта и первый вопрос. Что для вашего знака зодиака важно знать? Может быть и сфера жизни, которая проиграется наиболее активно. Итак, что важно знать? Неожиданности. Чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что вас будет радовать, мои дорогие девы? Что скрыто? Может быть, и вы чему-то не придаете значения. Ну, может, кто-то скрывает, узнаем. По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Финансы. Энергия денег. Личная жизнь. Что же для вас? Что же важно? Не торопитесь. Вот это удивительно, правда. Я до вас уже сделала достаточно знаков зодиака, точнее видео для знаков зодиака. И энергетика этой недели, она какая-то как на паузе что-то стоит. Или энергии действительно в пространстве, во Вселенной, или в обстоятельствах нашей жизни, они не говорят о том, что какая-то турбулентность. Тут, скорее всего, может что-то притормаживаться, останавливаться. Это как словно мир замер, вот что-то подобное. И тоже семерка пентаклей. Нам, с одной стороны, карта говорит о том, что у тебя все случится в свое время. Да, паузы могут быть в документах, может быть и по части денег, увы. Вы можете, ну, где-то ожидать, что, например, гонорар или за выполненную работу вы должны получить деньги. Могут задерживаться, но карта говорит, у тебя это все придет, ты даже не переживай. Но, с другой стороны, и вы сами можете что-то поставить на паузу. По этой карте мы себя не тормошим. Это тот успех, который приходит в свое время. Добрые дела наспех вообще не делаются. И деньги в рост у кого-то так может конкретно проиграться, если мы говорим про дополнительный доход. Или когда вы какую-то свою ситуацию финансовую, как стратегию, тактику продумываете тоже. Но вообще все идет своим чередом, мои дорогие. Спокойной недели. Неожиданности. Да тут тоже не сама неожиданность. Карта «Отшельник». Я обожаю эту карту за то, что никто не мешает. Правда, когда она выпадает, железно. Делать или заниматься теми делами, которыми вы намечали себе, вам никто не мешает. Двигаться в каком-то вашем направлении вам никто не мешает. Осуществить задуманное никто не мешает. Но карта тоже неспешная. Не бежит наш отшельник. Он спокойно идет. Он мудрец. Ему некуда спешить. Он как раз и знает всему свое время. И он должен еще внимательно рассмотреть, что происходит вокруг него. Он должен проанализировать какие-то события. И это карта возможностей. Именно пройти своим путем или осуществить свое намерение. Конечно, она говорит, ты надейся сам на себя. Ну, наверное, девы всегда на себя только надеются. Поэтому вот в каком-то спокойном ритме вы можете продолжать осуществлять свои планы. Может быть, это старший аркан, вам придется что-то корректировать, ведь отшельник, он идет сам по себе. И это говорят нам о том, что обстоятельства могут меняться, а что-то вы должны продолжить, несмотря на то, что, ну, какая-то обстановка вокруг вас, да хоть какая. Вот есть такое хорошее значение по этой карте, как отшельника невозможно склонить к чему-то, его невозможно буквально купить. И значит, почему? Потому что он на своей, опять же, волне, он мудрец. Его не купить на лесть, его не какими-то фразами или обещаниями какими-то пространными, или наоборот, то, что нам выдают как успешность какая-то, это невозможно. Или если кто-то говорит какие-то вещи нелицеприятные, какое-то свое дурацкое мнение озвучивает, отшельнику все равно.
он все равно продолжает свой путь, потому что понимает, что это вот какая-то метусня или какая-то ерунда, которая в конечном итоге не имеет никакого значения. Я просто иду вперед. И вот у вас спокойно, вы просто идете вперед. У вас, в принципе, сильная позиция. И это позиция сильного человека. Чему сейчас не время? Вы знаете, тем не менее, не время надеяться на его величество случай. Даже в глубине души. Вот правда. Но, по крайней мере, в разрезе этой недели. Или по этой неделе не время, знаете, каким-то спонтанно принятым решением. Нет, нужно, видимо, учитывать обстановку вокруг придется. Как не надеяться на то, что кто-то придет на помощь в виде удачно сложившихся обстоятельств или какой-то оказии, или что, ну, как высшие силы помогут, и для меня будет какая-то счастливая случайность, которая тоже сыграет мне на руку. Не время играть в лотерею, не время рисковать собой. Вот это да. Поэтому вот в таких энергиях по предыдущим картам это правильная позиция. Что вам будет помогать? Хладнокровие, выдержка, расчет. Расчет, мои дорогие. Может быть и математический подсчет. Король мечей. Это тот, который никуда не торопится, который все знает, все анализирует, все видит, все подмечает. Когда у вас все согласуется с законом, когда у вас по бумагам полный порядок. Может быть пауза, проверьте свои бумаги, у кого личный бизнес или какое-то творчество, ремесло. Или ваши намерения, чтобы тоже согласовывались с буквой закона. Если вы идете в банк или идете к чиновникам, эта карта тоже может как раз об этом говорить, тогда перепроверяйте документы. Не должно быть какой-то двойственной ситуации. Вот. Не должно быть где-то и вашим, и нашим. Вы можете так продумывать. Но вообще само по себе немногословие помогает. Может быть, помогает конкретно просто знание закона. Для кого-то из вас это время по королю мечей очень много направлений, но объединяет рационализм, хладнокровие, логика. Так вот, если мы про рационализм, логику и хладнокровие, буквально, люди, работающие с металлом, для кого-то помогает, когда вы решаете вопросы по части недвижимости, у кого-то банально может быть ремонт, вам нужно специалистов пригласить, у кого-то вопросы здоровья. И тогда ваши ощущения не должны где-то остаться в виде ощущений субъективных, а нужно объективную знать правду, поэтому отправьтесь к врачу и как минимум пройдите обследование вот в этом направлении, нам говорит карта. А если есть какая-то ваша задумка, но вы не владеете темой в полной мере, как в отношении вас работает закон, обратитесь к юристу. Вот все вот такие подобные направления объединяет король мечей, и это то, что вам помогает. Что скрыто? Вы знаете, у кого-то могут быть контакты с сильными мира сего, а для кого-то из вас, мои дорогие девы, ваша теперешняя должность, особенно если вы занимаете уже какой-то, ну, по служебной лестнице, по лестнице иерархии должность, для вас может быть рост, причем такой крупно значительный, когда вы из короля мечей превращаетесь в императора, когда у вас больше власти в ваших руках. Конечно, мы с тобой не рискуем, безусловно, по этим двум картам. Это может для кого-то означать, вот с учетом именно вот этого триплета. С одной стороны, вы сами в этих хладнокровных энергиях можете просчитать какую-то свою сумасшедшую стратегию, тактику, и у вас получится это осуществить, если это согласуется с законом. И если вы храните молчание, не предвосхищаете какие-то события, если вы договоритесь конкретно с сильными мира сего. Люди в погонах проходят по этой карте тоже. Да и император – это карта власти. Когда мы не идем против системы, когда мы ее не ломаем, а как раз когда мы что-то готовы согласовать и подняться на несколько ступень, как того требует ну, положение в обществе или какое-то правило, или регулировки какие-то. Может быть и менталитет, кстати. Для кого-то из вас себя беречь очень важно, чтобы вообще не быть в какой-то зоне конфликта, мои дорогие. Вот эта карта отшельник, она может говорить как раз о том, что какая-то неспешность
вам и помогает подметить тонкие нюансы тех событий, которые происходят вокруг вас. Я вот об этом говорила уже. И у вас скрыто. Вы можете не видеть как и своих каких-то возможностей, так и вам могут не говорить всей правды. Или, допустим, как вы пошли решать вопрос, я банально беру ситуацию, к чиновникам. И этот чиновник может знать, что готовится к принятию какой-то подзаконный акт, и изменится закон. И вам об этом тоже могут не сказать. Поэтому вам придется держать руку на пульсе, чтобы знать, а не будет ли существовать вот данный закон в этом виде очень долго. Или, может быть, уже есть информация, что рассматриваются изменения до законодательства. То есть для кого-то проиграется и этот нюанс. Но у вас, как для самого себя, самой себя, сделать что-то хорошее на этой неделе есть возможность. Так и заложить прочный фундамент будущих побед. Или очень высоко как-то по карьерной лестнице взлететь. Что-то подобное сделать. Может быть, это для кого-то из вас будет, ведь мы все разные, ваш какой-то жизненный путь. Или наоборот, это ваше творчество, ремесло, хобби, которое вам придется согласовывать с внешними обстоятельствами, в которых вы находитесь, которые вы не можете изменить. Но вам именно нужно продолжить свой путь. И тогда вы будете искать информацию, как же я могу как раз заниматься любимым делом, но мне для этого придется изменить какие-то условия моего пребывания. У кого-то проиграется и так. Дела, работа, бизнес. Тройка жезлов. У вас сильная позиция. Для кого-то действительно придется ехать, перемещаться. Нам не говорят, что мы прям с места в карьеру куда-то рвемся. Нет, по тройке жезлов мы еще как бы останавливаемся для того, чтобы окинуть взором, все ли мы взяли с собой, все ли готово, проверить, перепроверить, скорее всего. И чтобы потом сделать как раз вот этот прыжок. И уже 5, посмотрите, кораблей, один из символов Меркурия, на горизонте нам показано в этой карте. Поэтому для вас могут быть как 5 направлений переезда, 5 вариантов работы, 5 вариантов вашей деятельности, например. Или каких-то тем, которые вас интересуют, а вам нужно определиться будет в каком-то одном ключе. Эта карта будет еще говорить о том, что будет меняться либо ваш статус, вот дополняет, да, мы об этом говорили, либо какая-то, как этап ваш жизненный заканчивается. И совсем, вот скоро буквально, будет совершенно в другом ключе развиваться какая-то ваша жизненная новая история. Или вам придется учитывать какие-то обстоятельства извне. И может быть вот эта пауза своеобразная, это недолгая передышка для того, чтобы для себя взять какое-то правильное направление. Но, повторюсь, это карта якоря, сильная позиция и новые возможности, совершенно другой горизонт возможностей. Финансы. Не время что-то покупать. Не время, вот тоже, мы тут буквально складываем оружие и ни в чем не участвуем. Эта карта тоже как четверка любая, это про статику, про какую-то паузу. Могут и действительно задерживаться деньги, а нам карта говорит, приведи мысли в порядок. То есть не переживай, с одной стороны, ты все получишь в свое время, но может быть какая-то есть объективная причина. К примеру, не сработали электронные системы расчета. Или еще какой-то фактор. Или для кого-то из вас просто карта говорит, с деньгами будь аккуратен, потому что впереди, как нам уже сказали карты, тебе как и рассчитывать нужно на себя, так и какие-то изменения, они могут быть. В личной жизни не сомневайтесь в себе и не мешайте себе. Все. Вот нет той картины, которую вы можете видеть по личной жизни. Или вы можете поставить под сомнение ваши отношения, или вы можете себе надумать, ну, чего угодно, а реальность, она другая. Быть реалистом. Мы уже с вами тоже об этом говорили. Но, может быть, обстоятельства таковы, или как-то какой-то разговор, или ваше настроение, мои дорогие девы. Ну, может быть такое. Ведь нам показана девушка, 8 мечей. У нее закрыты глаза. Что она видит? Ничего она не видит. Но ей кажется, что это вот такая картина. Она связана по рукам и ногам. Вокруг холод. Она как будто всем видом показывает: мне холодно, мне страшно, мне одиноко. И как забор из 8 мечей. Он словно ее держит.
И вот эта веревка, которая, ну, практически через какое-то мгновение спадет, а ей кажется, что это какие-то оковы, она как плотным канатом обездвижена и не может ничто предпринять. А нам карта говорит, открой глаза, все, ничего больше. Не мешай себе, правильно оценивай реальность. Поэтому, ну, не время какой-то философии, одним словом. Я надеюсь, что подобные эмоции будут не для всех, мои дорогие девы, но обстановка требует вашего внимания, и нам об этом сказали все предыдущие карты. Как-то так. Но вы сильные люди, и вы справитесь. Я вас люблю, мои дорогие девы, и вы будьте счастливы и любимы всегда.